Всем привет! С вами Алена, и сегодня я покажу, как связать вот такой плотный универсальный узор для вещей, которых основная цель — это согревать наше тело. Из такого узора можно связать шарф, шапку, свитер и еще много чего другого. Приступим к вязанию. Я буду использовать крючок размером 2,5 мм. Набираю начальную цепочку. Для образца я наберу 10 воздушных петель. Петля подъема. Во вторую петлю от крючка завожу крючок и провязываю столбик без накида. В следующую петлю завожу крючок, столбик без накида, и так провязываю в каждую петлю. Должно получиться 10 столбиков без накида. Провязываю последний столбик без накида. И переходим к следующему ряду. Но вязание данного узора будет не так, как мы привыкли, справа налево. То есть мы сейчас перевернули работу и вязали вот так. А вязать будем слева направо. При переходе к следующему ряду набираю петлю подъема, завожу крючок за вторую петлю от крючка, за переднюю полупетлю, а также захватываю параллельную петлю в начальной цепочке, которая выпирает на эту сторону. Захватываю ее и вытягиваю нить через эти две петли и провязываю столбик без накида. В следующую петлю завожу крючок за переднюю полупетлю, в параллельную полупетлю начальной цепочки также завожу крючок, вытягиваю нить через эти две петли, провязываю столбик без накида. В следующую петлю то же самое. За две полупетли столбик без накида. Следующую. И так в каждую петлю этого ряда. В моем образце 10 петель, должно получиться таких 10 столбиков без накида. Предпоследний столбик без накида в этом ряду и заключительный столбик без накида в этом ряду. Заводим крючок за переднюю полупетлю этой петли, это петля подъема этого ряда, и параллельно петелька в начальной цепочке.
Переходим к следующему ряду. Петля подъема. Во вторую петлю от крючка заводим за переднюю полупетлю. Параллельно этой косе проявляются вот эти полупетли. И мы также захватываем полупетлю, которая параллельно, за 2 полупетли вытягиваем нить, провязываем столбик без накида. Следующую петлю, вторую. Вот они уже прямо друг с другом идут. И вот так просто заводим крючок, вытягиваем нить и провязываем столбик без накида. Не забываем, что всего должно получиться столько же петель, сколько набирали в начальной цепочке. В моем случае это 10 воздушных петель. То есть 10 столбиков без накида должно получаться в каждом ряду. Девятый столбик без накида и заключительный столбик. Заводим крючок за петлю подъема, которая была в начале ряда, и в параллельной ей полупетля провязываем столбик без накида. Следующий ряд точно так же. Воздушная петля подъема, во вторую петлю от крючка за переднюю полупетлю и параллельная полупетля вытягиваем, провязываем столбик без накида. Следующую петлю и таким образом провязывается весь узор. Не забывайте провязывать последний столбик в каждом ряду, 10-й. Так как это петля подъема, она немного утопает вниз, но мы ее не забываем провязывать и вот так достаем ее крючком, параллельно ей полупетлю вытягиваем и провязываем столбик без накида. Вот такой плотный узор получается. Смело берите его на вооружение и пользуйтесь при вязании теплых изделий, чтобы ходить в морозные зимние дни. Я благодарю вас за просмотр данного видео. Если оно было для вас полезно, ставьте нравится, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Желаю всем хорошего творческого настроения и всем пока!